Всем привет, танкисты! Сегодня речь пойдет о американском легком танке 10 уровня Шеридан. Этот танк обладает большими габаритами, что не лучшим образом сказывается на геймплее. Но у этого американца есть существенные преимущества, благодаря которым Шеридан становится серьезным противником на поле боя. К этому мы еще вернемся в нашем обзоре о Шеридан, но начнем мы с технических характеристик этого легкого танка. Шеридан имеет большие габариты и довольно высокий силуэт, поэтому спрятаться получится не за каждым препятствием. К тому же этот нюанс не лучшим образом сказывается на маскировке Шеридан. Но из-за слабого бронирования и больших габаритов этого танка не стоит отчаиваться, ведь по-настоящему сильной стороной Шеридан является его подвижность. Шеридан обладатель высокой максимальной скорости 65 км в час. У этого танка превосходная динамика и отличная маневренность, поэтому на поле боя Шеридан становится очень мобильным и динамичным. Шеридан — это уникальный легкий танк в плане вооружения. Ведь на выбор нам предоставляются две пушки, у каждой из которых есть как свои минусы, так и свои плюсы. И обе эти пушки заслуживают нашего с вами внимания. Нужно отметить, что у Шеридан есть орудие калибром 152 мм, фугасница. Ее достоинство состоит в огромном разовом уроне, но пробитие с такой фугасницей у Шеридан довольно низкое. По этой причине данное орудие надежным назвать нельзя, ведь стреляя по бронированной технике, часто можно видеть цифру в 300 и даже в 200 единиц урона. В такой комплектации Шеридан имеет плохую точность, огромный разброс, плохую стабилизацию и довольно длительное сведение. Поэтому при прицельном выстреле нужно будет либо подъезжать очень близко к противнику, либо долго сводиться, не двигаясь с места. Второй вариант более надежный. Пушка с калибром 105 мм имеет большой разовый урон и довольно неплохую скорострельность. Урон в минуту с таким вооружением составляет 2540 единиц. Показатели пробития у этой пушки выше. Пробивать большинство топовых танков конечно не получится, но выцеливая уязвимые места противника или заезжая в борта, вы нанесете значительный урон врагу. С этим вариантом вооружения у Шеридан довольно большой разброс, высокая скорость сведения и отличная стабилизация, которая дает возможность уверенно пробивать противника на максимальной скорости даже на средней дистанции. Поговорим о преимуществах и недостатках Шеридан. Из достоинств это выбор из двух вариантов вооружения. 152 мм фугасницы и 105 мм пушки. Быстрое сведение во втором варианте вооружения. Большой разовый урон 152 мм фугасницы. Хорошие углы вертикальной наводки, отличная дальность обзора и очень хорошая подвижность. Из недостатков это малый размер боекомплекта 105 мм пушки, низкая точность обоих орудий, очень слабое бронирование и огромные габариты, сказывающиеся на маскировке танка. Оборудование. Оборудование для 152 мм пушки ставим следующее. Усиленные приводы наводки ускорят сведение орудия. Досылатель повысит ДПМ танка. Просветленная оптика даст прибавку к обзору. Для 105 мм пушки оборудование ставим следующее. Просветленная оптика даст прибавку к обзору как стоя, так и в движении. Улучшенная вентиляция даст небольшой бонус к характеристикам танка. И стабилизатор вертикальной наводки позволит точнее стрелять на ходу. Обучение экипажа. Для командира это умение боевое братство, шестое чувство, ремонт,
и умения из последних сил. Для наводчика боевое братство, ремонт, плавный поворот башни и умение злопамятный. Для механика-водителя боевое братство, ремонт, плавный ход, король бездорожья. Для заряжающего умение боевое братство, ремонт, бесконтактная боеукладка и умение отчаянный. Снаряжение. Учитывая уязвимость этого танка и частые криты боеукладки, при достаточном количестве серебра у вас лучше возить на Шеридан снаряжение в виде большой аптечки, большого ремкомплекта и автоматического огнетушителя. Но когда запасы серебряных кредитов подходят к концу, разумнее укомплектовать танк малой аптечкой, малым ремкомплектом и ручным огнетушителем. Тактика игры. Игра на таком легком танке очень динамична и требует от игрока умения быстро и правильно принимать решения. На Шеридан нужно осуществлять засвет вражеских позиций. Сидеть пассивно на этом американце возможно, но опасность того, что этот танк обладает большими габаритами. Однако активный скилл игры предпочтительнее для такого танка. Противнику будет нелегко пробить Шеридан на поле боя, если вы будете в полной мере использовать его подвижность. Но колесить в чистом поле не лучший вариант игры на этом легком танке. Пользуйтесь укрытиями, то появляясь, то исчезая из видимости врага. При активной тактике игры не упускайте возможности реализовать свой ДПМ. Используя мощные пушки Шеридан, вы можете попадать в цель, не сбавляя скорость, расстреливая противника в уязвимые зоны или же вести огонь со второй линии, оставаясь в укрытии. Но все же старайтесь играть в меру осторожно. Помните о картонной броне, которая впитывает фугасы с полным уроном. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал, нам будет очень приятно.